Элизабет и ее муж Генри находились в родильном отделении медицинского центра, чтобы поприветствовать появление на свет своей малышки. После нескольких месяцев ожидания в воздухе повисло волнение и нервозность, поскольку схватки усилились. Мэри Джонсон родилась в 7:30 утра с густой копной темных волос и тонкими чертами лица. Однако врачи заметили, что ее язык был ненормально большим и высовывался изо рта, что вызвало опасения. Доктор Рэйчел Картер, педиатр, диагностировала у Мэри синдром Беквита-Видемана, или БWS, редкое нарушение роста, которое может вызвать такие проблемы, как затрудненное дыхание, проблемы с кормлением и повышенный риск развития рака у детей. Несмотря на опасения, Элизабет и Генри почувствовали облегчение, услышав первый крик своей дочери, который олицетворял жизнь и надежду. Новоиспеченные родители внимательно слушали, как врачи объясняли риски, связанные с состоянием их дочери, и на сердце у них было тяжело от страха и решимости. Новость стала для них ударом, но когда они посмотрели на своего ребенка, такого хрупкого, но полного жизни, их решимость окрепла. Первую неделю жизни Мэри провела в отделении интенсивной терапии, в мире мягкого освещения и постоянного гула медицинского оборудования. Мэри с трудом дышала из-за того, что ее увеличенный язык был интубирован, и в дыхательные пути была вставлена трубка, облегчающая дыхание. Для обеспечения питания использовалась трубка для кормления, поскольку маленькая девочка не могла сосать грудь из-за состояния ее языка. Несмотря на стерильную обстановку и постоянные тревоги, которые преследовали их, Элизабет и Генри оставались верны своей дочери. Они постигали тонкости ухода за ней, отмечали каждую маленькую деталь и вкладывали всю свою любовь в каждое прикосновение и произнесенное шепотом слово. Когда малышку, наконец, выписали из отделения интенсивной терапии, семья Джонсон превратилась для Мэри в безопасное и любящее пристанище. Ее глаза, блестящие и полные любопытства, следовали за родителями по комнате, а крошечные ручки тянулись, чтобы схватить их за пальцы. Тем не менее, язык Мэри затруднял дыхание, заставляя ее крошечную грудную клетку вздыматься от усилий и превращал кормление в постоянную борьбу. В возрасте 6 месяцев эта маленькая девочка перенесла свою первую операцию по удалению части языка под руководством опытного доктора Картера. Процедура прошла успешно, и на короткое время жизнь показалась ей проще. Мэри задышала легче, ее лицо расслабилось, и постоянное беспокойство, которое омрачало ее родителей, исчезло, сменившись проблеском надежды. Но болезнь, подобно неумолимому приливу, отказывалась отступать полностью. Через несколько недель язык Мэри снова начал расти. Сначала медленно, затем с пугающей скоростью. Ее родители чувствовали себя потерянными и не знали, к кому обратиться, поэтому решили присоединиться к группе поддержки Беквит-Вайдман. Для них было облегчением пообщаться с другими семьями, столкнувшимися с похожими проблемами. Сообщество БВС поделилось бесценными советами и поддержкой, когда молодые родители в этом нуждались. Во время планового обследования в апреле 2016 года УЗИ выявила небольшую опухоль в печени Мэри. Новость была ошеломляющей, но доктор Чарльз Дэвис, детский онколог, присоединился к их команде и разработал план лечения, позволяющий контролировать опухоль и управлять ею. Предстоящий путь был неопределенным, и на каждом шагу их поджидали потенциальные ловушки. Однако Элизабет и Генри отказались сдаваться. Движимые любовью к Мэри и поддерживаемые сообществом БВС, они смотрели в будущее со смесью решимости и нервозности. Они изо всех сил пытались справиться с новостью об опухоли печени, и их жизнь превратилась в сплошное жонглирование. Они были рады видеть первые шаги Мэри и слышать ее смех,
но им также приходилось сталкиваться с частыми визитами к врачу, сканированиями и надвигающейся возможностью химиотерапии. Идея лечения рака добавила еще больше трудностей на их и без того нелегком пути. Было душераздирающе думать о том, что их маленькая девочка переживает тяжелые побочные эффекты химиотерапии. И, несмотря на все трудности, их любовь к Мэри становилась сильнее с каждым днем. Когда первый зимний снег нежно коснулся земли, семья Джонсон готовилась к важному событию. Их малышке Мэри, которой сейчас исполнился год, предстояла вторая операция по удалению части языка. Им нужно было многое обдумать, прежде чем принять это решение, оценить риски, преимущества и надежду на лучшую жизнь, но в то же время опасаться любых осложнений. Атмосфера в приемной хирургического отделения была невероятно напряженной. Элизабет и Генри были явно обеспокоены. Они крепко обнимали друг друга, чтобы успокоить. Слова доктора Картер немного успокоили их, но напряжение все еще оставалось ощутимым. Операция была долгой и сложной. В приемной стояла тишина, за исключением редких молитв, произносимых шепотом. Наконец, когда доктор Картер появилась с улыбкой на лице, облегчение было почти осязаемым. Успешная операция стала столь необходимой победой после долгих часов неопределенности и неизвестности. Последующие дни прошли в атмосфере выздоровления и осторожного оптимизма. Мэри, чье лицо больше не искажалось из-за слишком большого языка, казалось, излучала вновь обретенный покой. Она задышала легче, и мягкие звуки ее дыхания звучали мелодией для ушей ее родителей. И вот однажды произошло чудо. Мэри улыбнулась. Это была не полноценная улыбка, а едва заметный изгиб уголков ее губ, достаточный, чтобы показать, насколько она счастлива. В этот момент тяжесть прошедшего года, казалось, спала, сменившись приливом надежды и обещанием светлого будущего. Улыбка Мэри была символом ее боевого духа, который помогал им пережить трудные времена. Одновременно с этим проблеск надежды появился и с другой стороны. Доктор Дэвис с ноткой оптимизма в голосе поделился новостью о том, что опухоль печени Мэри начала уменьшаться. План лечения работал, позволяя избавиться от страха, который преследовал их в течение нескольких месяцев. Декабрь — месяц, который часто ассоциируется с праздничным настроением, стал поворотным моментом в их жизни. Успешная операция и позитивные новости об опухоли ознаменовали начало новой главы, в которой появилось больше надежды и осторожного оптимизма. После успешной операции и уменьшения опухоли в семье Джонсон воцарилось ощущение нормальной жизни. Мир Мэри, свободный от физических ограничений, которые ей мешали, расширился за пределы визитов к врачу и медицинских вмешательств, охватывая радости детства. Она начала ходить к логопеду, чтобы тот помог ей справиться с дефектом речи, и ее усилия окупились, когда она впервые четко произнесла слова «мама» и «папа». Регулярные осмотры у доктора Дэвиса приносили хорошие новости. Опухоль печени, которая когда-то была угрожающей, постепенно уменьшалась, уходя в прошлое. К концу 2018 года было объявлено, что она полностью утрачена, и победа была отпразднована со слезами радости и глубоким чувством благодарности. Ее преданные родители продолжали посещать встречи с группой поддержки Беквит Видеман, демонстрируя свое желание помочь другим семьям преодолеть те же трудности, с которыми они теперь остались позади. На самом деле, дни Мэри теперь были наполнены смехом в дошкольном учреждении, радостью от обретения новых друзей и удивлением от знакомства с окружающим миром. Сегодня эта особенная малышка выглядит как любой другой ребенок, и ее родители безумно счастливы. Дорогие зрители, знали ли вы о синдроме БВС? И какие трудности вы преодолели в своей жизни?
Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.